как я боюсь всяких этих гротиков. Итак, мы начинаем свою экскурсию по волшебной и таинственной Валетте. Начинаем мы ее с посещения грота. Сколько медуз, с ума сойти. Ил. Все в медузах. И вон гротик. Тут нельзя сказать, что мы уверены, что сюда можно. Ну но как-то да. Запрещающих сигналов мы не видели. Ой, как я боюсь всяких этих гротиков. Какой-то медузный рай. Да уж. Вот она, загадочная природа. А здесь прятали свои сокровища рыцари Мальтийского ордена. Давай обратно, Илья. Ну, там он насквозь проедет. Мне страшно. Всем страшно. Где мы насквозь-то проедем? Ты чего, с ума сошел? Илюшенька, ну пожалуйста. Вот, смотри. Сквозное. Там тоненько совсем, узенько. Весна есть. Ой, господи, я думала, человек стоит. Я же еще снимаю. Ой, уже не знаю, что снимаю. Вот тут течение. Прям тузарафтинг. Тузарафтинг. Ура, свет, свобода. Вот она, непредсказуемая Мальта. Ну-ка сними с этой стороны. Вот так, ребят. Ну а пока мы не добрались до экскурсии на Мальте, то по просьбам многих наших зрителей мы хотим показать то, как мы ищем место для швартовки тузика. То есть сейчас мы вот присмотрели вот это местечко, но оно какие-то рыбацкие хибарки напоминает, но там вот удобные ступеньки. Также вот здесь, в принципе, вот такое вот поселение, что ли, я не знаю, как это назвать, такое пристенное, подстенное. Сейчас мы будем, наверное, здесь куда-то высаживаться. Но мы сейчас сделаем объезд, все это изучим, посмотрим. Но процесс выбора места, он примерно таков. Нам нужно высадиться, поднять тузик и постараться договориться с кем-то из местных, что убедиться, что мы не заняли чье-то место, во-первых. И во-вторых, если мы себя обозначим, нас уже запомнят как владельца нашего тузика, это добавит безопасности и шансов того, что мы сможем тузик свой забрать на обратном пути. Смотрите-ка, еще один грот есть. Вон он. Итак, пришвартовались мы вот у такого пирса. Здесь все написано, что резерв стоит за нами. Вот таким образом достали тузик. И сейчас пойдем уже непосредственно в Валетту. А дальше последует интересный рассказ под музычку. Мальта. Для кого это остров, для кого страна, а для кого город? Нам, как петербуржцам, Валетта показалась одним городом. По площади она много меньше Петербурга и разделена на множество городов. Мы назвали их районами.
поэтому для нас это все Валетта, а не Слима, Ринелла, Жбет и другие городки. Мы в город попали с моря, но обычно, особенно в древние времена, в город попадали через центральные ворота, которые также называются Путь-Реял. Валетту смело можно назвать городом ступенек, подъемов и спусков. Практически любая смена улицы сопряжена с изменением высоты. Это стоит учитывать при выборе времени, когда посетить город. С осени до весны это не так принципиально. А летом лучше выбрать либо утренние, либо вечерние часы для прогулок, чтобы была возможность спрятаться в тени узких улочек и перевести дух. Центральная улица Валетты, Република, которая делит город пополам, пролегает от главных ворот города до форта Сант-Эльма. Она была проложена мальтийскими рыцарями еще во времена основания Валетты, сразу после Великой турецкой осады. Начиная с 1 мая, как по отмашке дирижера, город наполняется туристами, потому что за пару дней, еще в апреле, мы ходили по практически пустому городу, а 1 числа уже было не протолкнуться. Это придает городу живой и важный вид, хотя доставляет небольшой дискомфорт в передвижении. Уже нельзя идти прямой, задрав голову наверх, чтобы любоваться архитектурными красотами. Приходится лавировать между пешеходами и увиливать от объективов камер, чтобы не испортить кадр другим посетителям города. С приходом мая столица также наполняется всевозможными украшениями. Высаживаются цветы, развешиваются флаги и флажки, открываются забегаловки, которые так и манят прохожих присесть в тени, зонтиков и выпить прохладительный напиток. Цены при этом достаточно высокие, и надо быть к этому готовыми. Один напиток обойдется где-то от 3 до 7 евро, в зависимости от того, что выберете. В Валетте, да и вообще на Мальте, очень много памятных мест. Это и здания, и монументы, площади, фонтаны и скульптуры. Кажется, что каждый сантиметр здесь пропитан своей историей, и ему есть что нам поведать. История Мальты очень богата на события, ввиду ее географического расположения на торговом перепутье между Африкой, Европой и Востоком. Вся заварушка началась примерно в 8 веке до нашей эры. Тогда Мальту начинают колонизировать финикийцы, и почти одновременно с ними греки. Позднее она вошла в состав Персидской империи. А с 4 века до нашей эры и по 8 век уже нашей эры ее попеременно захватывали карфагеняне, римляне, византийцы, арабы, норманы, испанцы. В 1530 году император Карл V предоставил Мальту духовно-рыцарскому ордену ионитов, получившему с тех пор название Мальтийского ордена. В 1565 году иониты смогли отбить нападение турок. Власть рыцарей с годами ослабевала. В 1798 году флот Наполеона Бонапарта по пути в Египет прибыл на Мальту. Наполеон попросил безопасную бухту для того, чтобы пополнить запасы пресной воды. После того, как рыцари отказали предоставить Наполеону воду, он послал на остров дивизию, которая захватила столицу Валетту. Кроме того, на острове Наполеон установил либеральную правовую систему, сходную с той, что сложилась во Франции после революции. Она заместила собой архаичную феодальную правовую систему, которая до тех пор существовала на острове. Наполеон освободил 2000 мусульманских рабов, содержащихся на острове.
29 ноября 1798 года российский император Павел I удостоился титула гроссмейстера ордена, а 16 декабря того же года рыцари избрали российского монарха великим магистром Мальтийского ордена. Эмблема ордена вошла в государственный герб России. Англичане 5 сентября 1800 года заняли столицу Мальты Валетту и подняли там британский флаг. Военным губернатором острова стал англичанин Александр Болл. Император Александр I в 1801 году сложил в себя титул великого магистра и отменил изображение Мальтийского креста в российском государственном гербе. По условиям Парижского мира в 1814 году Мальта отошла Великобритании. Англичане превратили ее в свою колонию и военно-морскую базу. В 1921 году Мальта получила самоуправление. В годы Второй мировой войны Мальта героически противостояла налетам итальянской и немецкой авиации, находясь в воздушной и морской блокаде. 2-3 февраля 1945 года на Мальте состоялась встреча президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля, предварявшая Крымскую конференцию. В 1964 году Мальта получила независимость от Великобритании. С 1974 года провозглашена республика. Однако вплоть до 1979, когда на Мальте была ликвидирована последняя британская военно-морская база, главой государства по-прежнему считалась британская королева. Такая бурная и многогранная история на столь маленьком кусочке земли и объясняет огромное количество интересных, таинственных мест и множество легенд вокруг этого государства. Город, как и страна в целом, нам понравились. Здесь достаточно чисто, ухоженно, местами многолюдно, но есть где спрятаться и провести время в тишине. Инфраструктура достаточно богатая. Продуктовые магазины здесь в основном маленькие, с ограниченным ассортиментом и высоким уровнем цен, зато почти на каждом углу. Есть также и крупные гипермаркеты, но до них надо добираться на транспорте. Транспорт здесь, в свою очередь, развит, множество автобусных маршрутов. Цена для стран ЕС вполне умерена – 1,5–2 евро за билет, в зависимости от маршрута. И также имеется возможность купить дневной, недельный или месячный проездной, но цены мы не узнавали. Мобильная связь достаточно дорога. В среднем 3 гигабайта мобильного интернета обойдется в 25 евро. На фоне другой европейской страны – Хорватии, где цена за сим-карту 1 гигабайт начинается от 2 евро. Это, конечно, мягко говоря, непривычно. Очень понравился яхтинг на Мальте. Здесь очень много бухт, и остановки в якорных местах можно делать хоть каждые 2 часа. Правда, надо быть готовым к сложностям найти местечко среди буйков, которых тут очень много. Зато цены на марины ниже итальянских. В сезон на наши 10,5 метров цена составила 55 евро, причем от марины к марине она меняется незначительно. Это, конечно, далеко от стоимости греческих стоянок, но и сэкономить тоже получается. Например, стоя на якоре, всегда можно пополнить запасы воды. 5 евро за 1000 литров в ближайшей марине.